Привет, друзья! Сегодня в выпуске я вместе с вами подробно разберем, что изменится в ваших отношениях с финансовыми учреждениями Германии и каким новым правилам нужно готовиться каждому из вас, чтобы не потерять сотни евро из своего кармана. Сначала детальный разбор скрытых поборов. Федеральный суд Германии официально признал целый список популярных банковских комиссий незаконными. Мы с вами посчитаем, за какие именно действия Sparkasse и Volksbanken больше не имеют права требовать с вас ни единого цента. Кто сильнее всего сталкивается с такими списаниями и за какие услуги банки все еще могут легально удерживать евро с вашего баланса. Во второй части выпуска вас ждет разбор хитрой европейской ловушки динамической конвертации валют при оплате картой в отпуске. Вы узнаете, почему почти половина путешественников совершает дорогостоящую ошибку у терминала и как неверный выбор валюты заметно увеличивает вашу итоговую сумму покупки в среднем примерно на 10%. А под занавес, друзья, важное предупреждение для автопутешественников в Испании, где за незнание дорожного знака R308 водителям из Германии грозит штраф до 200 евро. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, каждый владелец расчетного счета, джиро-конта в Германии регулярно замечает, как с его баланса списываются самые разные суммы. Комиссия за обслуживание, плата за расчетную выписку, стоимость выпуска нового пластика. Это перечень банковских сборов кажется весьма внушительным. Однако многие жители страны даже не подозревают, что солидная часть таких списаний уже признана судами незаконной. Высшие судебные инстанции на протяжении последних лет последовательно выносят решения, ограничивающие возможности банков взимать дополнительные платежи за базовые операции клиентов. Список подобных решений накопился внушительный, друзья, и знание своих прав остается одним из самых эффективных способов защитить семейный бюджет от необоснованных финансовых потерь в текущем 2026 году. Давайте же вместе с вами детально посчитаем, за какие именно действия банки больше не имеют права требовать с вас, друзья, денег. Один из самых спорных сборов – это требование оплатить экстренную блокировку аккаунта в случае кражи. Суд же постановил, если вашу карту украли или, например, взломали, банк обязан заблокировать ее немедленно и абсолютно бесплатно. Да, друзья, то же самое касается утери пластика. С вас разрешено взыскать только фактическую стоимость изготовления новой карточки, а любые какие-либо завышенные дополнительные сборы признаются недействительными. Даже за выдачу архивных, например, выписок банки теперь тоже не могут выставлять счета без обоснования, так как тариф обязан соответствовать реальным доходам на предоставление документа. Сегодня закон защищает клиентов от необоснованных банковских сборов, но за собственные долги и нарушения договорных обязательств на немецком рынке по-прежнему приходится платить. Давайте же детально разберем, кто сильнее всего сталкивается с подобными расходами и какие именно комиссии остаются полностью законными даже после решений суда. Итак, требование оплачивать ведение кредитных счетов теперь официально признано судами неправомерным, поскольку в открытии таких аккаунтов финансово заинтересованы прежде всего само учреждение, то есть банк, а не заемщик. Еще один классический пример спорных банковских сборов – это попытка взыскать с клиента деньги в тот момент, когда на счет накладывается судебный арест. То есть банки нередко пытаются выставить клиенту счет, например, в 20 евро или даже в 30 евро за оформление соответствующих процедур. Однако судьи напомнили, блокировка аккаунта по требованию государственных органов является прямой юридической обязанностью банка, и требовать какую-либо дополнительную оплату за выполнение этой обязанности не допускается. То же самое касается и сборов за аннулирование несанкционированных списаний. Когда злоумышленники, например, пытаются получить доступ к вашим средствам через систему прямого дебетирования, клиент не обязан оплачивать отмену подобных операций.
Параллельно под запрет судебных решений попали и попытки списывать деньги за обработку входящих переводов из-за рубежа, если операция проводится в рамках европейской платежной зоны. Финансовым учреждениям также существенно ограничили возможность перекладывать на нас с вами, на клиентов, различные административные расходы. Банки больше не могут без достаточных оснований включать в счета стоимость, например, ксерокопирования документов, внутренних каких-либо телефонных переговоров или отправки стандартных писем напоминаний о возникшей задолженности. То есть, по закону, максимальная плата за официальное письменное предупреждение банка ограничена сравнительно небольшим лимитом в 3 евро. Если же от клиента, от нас с вами требуют 10 евро или 15 евро за подобное уведомление, это может стать основанием для обращения в надзорные органы или потребительские организации. И финальным аккордом в защите прав потребителей стало ограничение ряда комиссий на рынке пластиковых карт. Сегодня финансовые институты в Германии больше не имеют права удерживать полную годовую комиссию за использование дебетовых или кредитных карт, если же клиент решил расторгнуть договор досрочно. Понятно? Если вы уже внесли, например, оплату за обслуживание карты на год вперед, а такое есть, а через 6 месяцев закрыли счет, банк обязан пропорционально вернуть вам неиспользованную часть суммы. Дополнительно суды существенно ограничили практику взимания так называемых отрицательных процентов, о которых я вам ранее рассказывал, или комиссий за хранение личных депозитов на классических сберегательных книжках Sparbuch. Период, когда многие подобные сборы применялись достаточно широко, вспомните об этом, постепенно уходит в прошлое, а за нарушение установленных правил финансовые учреждения могут столкнуться даже с серьезными юридическими последствиями и требованиями о возврате средств клиентам. Но давайте теперь, друзья, честно разберем зеркальную сторону этого закона, где банки по-прежнему сохраняют абсолютно легальное, да, друзья, легальное право взимать определенные комиссии с нас с вами, с клиентов. Список разрешенных сборов государственные регуляторы сделали значительно короче, но в повседневной жизни эти расходы все равно могут заметно повлиять на семейный наш с вами бюджет, если потерять бдительность. Например, если вы вовремя не сообщили менеджеру о переезде на новое место жительства в Германии и финансовому учреждению пришлось, например, самостоятельно делать официальный запрос в ведомство по регистрации граждан, то стоимость такой проверки адреса могут легально списать именно с вашего баланса. По договору клиент обязан уведомлять банк об изменении своего адреса, поэтому оспорить подобный расход будет для нас с вами крайне сложно. Параллельно в текущем году дополнительные расходы могут ожидать клиента во время заграничных поездок и покупок в зарубежных интернет-магазинах. Комиссии за использование кредитной или той же дебетовой карты за пределами европейской зоны по-прежнему прописаны в тарифах многих банков, то есть и за каждую конвертацию валюты может удерживаться установленный процент. Дополнительно финансовые учреждения имеют, друзья, право брать деньги за ручное внесение или снятие наличных через кассу в отделении, стимулируя тем самым клиентов пользоваться чем правильно – банкоматами и цифровыми сервисами. И финальная и наиболее затратная ситуация связана именно с ошибками самого клиента и недостатком средств на счете. Если система пытается провести, например, автоматический перевод по постоянному вашему поручению, да, у кого есть такие, или списать платеж за коммунальные услуги через прямое дебетирование, а денег на счете у вас недостаточно, соответственно, банк может начислять комиссию за обработку несостоявшейся операции. Получатель платежа также вправе потребовать компенсацию фактических возникших расходов, связанных с возвратом этого платежа. Закон сегодня все-таки защищает клиентов от многих необоснованных банковских сборов, однако ответственность за нарушение собственных платежных обязательств по-прежнему остается на владельце счета. А вот дальше, друзья, банковские вопросы в Германии сменяются коварной финансовой ловушкой во время заграничных поездок, где обычная ваша невнимательность у терминала может обернуться для туристов ощутимыми дополнительными расходами.
Каждый раз, когда вы выезжаете на отдых за пределами еврозоны и расплачиваетесь немецкой картой в зарубежных ресторанах, отелях или сувенирных лавках, платежный терминал на кассе выводит на экран неприметный вопрос. Электронный считыватель предлагает вам моментальный выбор – провести транзакцию в привычных евро или в местной национальной валюте страны пребывания. Для кошелька путешественника этот момент действительно является очень, друзья, важным. На первый взгляд, предложение списать средства в евро кажется невероятно удобным и даже логичным, ведь так намного проще сразу оценить итоговую стоимость ужина или покупки без дополнительных пересчетов в уме. Однако именно на такую реакцию и рассчитывает система динамической конвертации валют. Немецкий орган государственного банковского надзора настоятельно рекомендует гражданам внимательно относиться к этому выбору и в большинстве случаев не спешить нажимать кнопку с европейской валютой. За этим удобством может скрываться дополнительная комиссия, да, друзья, из-за которой итоговая сумма окажется заметно выше, а часть ваших денег уйдет в пользу куда правильно финансовых посредников, участвующих в обработке платежа. Эта хитроумная финансовая ловушка, официально именуемая в банковской среде динамической конвертации валюты DCC, работает как скрытый механизм дополнительных расходов для ваших отпускных денег. То есть, нажимая на кассе кнопку списания в евро, вы добровольно передаете право обмена зарубежному банку, который обслуживает этот конкретный магазин или ресторан. А иностранная финансовая организация, в свою очередь, вы должны знать, моментально проводит перевод местной валюты в европейскую, но использует собственный внутренний курс конвертации. Для вашего кошелька это оборачивается дополнительными расходами, ведь наценка и комиссии за такой моментальный пересчет способны даже заметно увеличить итоговую стоимость вашей покупки. По оценкам экспертов, разница по сравнению со стандартной банковской конвертацией в отдельных случаях может достигать примерно 10% от суммы платежа. Посмотрите на масштаб этой проблемы и наглядное сравнение поведения людей, которое вскрыло репрезентативное исследование по заказу финансового гиганта Postbank. Оказалось, что почти половина немецких туристов, а именно 42% путешественников, регулярно совершают эту ошибку при оплате картой в странах, не входящих в зону евро. Топ-менеджер банка Майк Кауб открыто признает, что отражение итоговой суммы в евро создает у человека то ложное ощущение прозрачности и полного контроля над расходами. На практике же такой выбор нередко оказывается менее выгодным для нас с вами. То есть в результате путешественники могут заплатить заметно больше, чем при стандартной конвертации через свой банк в Германии по действующему рыночному курсу. Выбор оплаты исключительно в местной национальной валюте позволяет избежать этой скрытой финансовой ловушки и, соответственно, сохранить больше своих отпускных накоплений. Поэтому, нажимая на кнопку списания в злотых, кронах или фунтах, вы оставляете процесс обмена денег за своим немецким банком или эмитентом карты. Понятно? Посмотрите еще раз на наглядное сравнение этих условий. Домашние финансовые институты в Германии обычно проводят конвертацию по межбанковским ставкам или по собственным тарифам, которые во многих случаях оказываются выгоднее условий динамичной конвертации DCC. Но, друзья, все-таки сохраняйте предельную бдительность. Защитники прав потребителей настоятельно советуют внимательно перепроверять ту финальную строку на дисплее перед вводом секретного PIN-кода или подписанием бумажного чека. В отдельных случаях терминал может автоматически предлагать оплату в евро, поэтому важно заранее убедиться, какая валюта выбрана для проведения этой операции. Чтобы повысить прозрачность подобных операций, Брюссель уже ввел жесткий регламент Европейского Союза, обязывающий розничные сети и операторов банкоматов предоставлять клиентам подробную информацию о конвертации. То есть теперь перед началом транзакции система должна вывести на экран размер наценки в процентах по сравнению со справочной ставкой Европейского центрального банка ЕЦБ. Это позволяет нам с вами сразу оценить возможную разницу в итоговой стоимости операции для вашего бюджета.
Более того, ваш немецкий банк обязан оперативно информировать клиента, то есть вас, о проведении валютных операций именно через push-уведомления или тоже SMS в предусмотренных законом случаях. Это помогает контролировать баланс в реальном времени, отслеживать соответственно свои расходы во время поездки и своевременно замечать любые какие-либо неожиданные списания или ошибки при конвертации валюты. Но настоящее испытание для внимательности и ваших сбережений начинается у экранов зарубежных банкоматов, где операторы терминалов используют различные, скажем так честно, маркетинговые приемы, влияющие на выбор немецких туристов. В европейских государствах, сохранивших на данный момент свои национальные валюты, программное обеспечение уличных автоматов очень настойчиво предлагает провести моментальный пересчет суммы в евро. Запомните важное правило для вашего кошелька. По возможности обратно же выбирайте проведение операций исключительно в местной валюте. То есть любые крупные надписи на экране вроде «гарантированный фиксированный курс» или без дополнительных наценок стоит внимательно проверять перед подтверждением такой операции. За подобными рекламными формулировками нередко, друзья, скрываются менее выгодные условия обмена валют и дополнительные расходы. Если вы откажетесь от мгновенной конвертации в евро, банкомат часто выводит на экран еще одно предупреждение. То есть на дисплее могут появиться сообщения вроде «Внимание! Вы выбираете курс вашего банка, итоговая сумма может отличаться». Понимаете, друзья? Подобные уведомления рассчитаны именно на то, чтобы пользователь еще раз пересмотрел свой выбор и согласился на предложенную терминалом конвертацию. Пока вы находитесь внутри Европейского Союза, действующие нормы соответственно требуют от владельцев банкоматов показывать клиенту тот размер наценки в процентах по сравнению со справочной ставкой перед выдачей наличных. Это дает возможность внимательно изучить условия операции и при необходимости отказаться от нее еще до подтверждения. Но стоит, друзья, нам с вами выехать за пределы ЕС, Европейского Союза и отправиться, например, куда? Правильно, в Турцию, Египет или ряд азиатских стран, уровень прозрачности может заметно отличаться. В таких случаях информация о комиссиях и курсах обмена может отображаться иначе, поэтому наша с вами невнимательность при снятии наличных способна привести еще к дополнительным расходам, которые для некоторых путешественников достигают, кстати, десятков евро за одну операцию. Но и это, друзья, у меня еще на сегодня не все. Валютные ловушки зарубежных банкоматов сменяются менее очевидными дорожными правилами на юге Европы, где привычные шаблоны вождения могут обернуться для немецких автопутешественников дополнительными расходами. Каждому, кто отправляется в летний отпуск на своей машине, необходимо внимательно изучать локальные регламенты страны назначения. Об этом я говорил 100 раз. Ведь европейский закон иногда содержит неожиданные нюансы. Только задумайтесь, в некоторых регионах Европейского Союза существуют правила, при которых в определенных ситуациях обращение в полицию по мелким инцидентам может иметь последствия в виде административного штрафа, если процедура оформлена неправильно. Но особенно строгие и непривычные для жителей Германии требования действуют в Испании. Местные власти используют достаточно такую, назовем сложную систему дорожных ограничений, из-за которой обычная стоянка при неправильном выборе места или времени может привести к штрафным санкциям. Испанский кодекс дорожного движения содержит правила парковки, которые могут быть непривычны для водителей из Мюнхена или, например, Гамбурга. Если вы припарковали автомобиль на обочине и оставили его на одном и том же месте, внимание, несколько дней подряд, то в определенных зонах это может считаться нарушением. В популярных курортных регионах действует система ограничений, при которой стоянка разрешена только в определенные дни. Да, друзья, дни, недели или половины месяца. Весь этот порядок регулируется специальным круглым дорожным знаком под кодом R308. Внутри которого испанские дорожные службы указывают римские цифры и временные обозначения. Давайте посмотрим вместе с вами на принцип работы этой системы, чтобы избежать неожиданных расходов во время отпуска. Если на синем фоне знака указана римская цифра 1,
Это означает ограничение на парковку в определенные дни месяца, включая нечетные дни. Соответственно, римская двойка применяется к другим дням, например, четным датам месяца. Дополнительные таблички в формате 1:15 или там, например, 16:31 делят месяц, соответственно, на первую и вторую половины. Если же водители из Германии по привычке ставят машину на длительное время по таким знакам, друзья, в некоторых муниципалитетах могут применяться повторные штрафные начисления за каждый день нарушения. Введение этих временных ограничений преследует вполне практичные коммунальные цели, о которых многие туристы даже не задумываются. То есть чиновники сегодня в Испании используют ротационный такой метод регулирования парковки, чтобы обеспечить доступ муниципальной техники, мусоровозов и уборочных машин именно к обочинам по установленному графику. Дополнительно такая система помогает более равномерно распределять транспортную нагрузку, снижает износ дорожного покрытия в курортных зонах и, соответственно, облегчает проезд для экстренных служб, включая тоже скорую помощь и пожарные бригады. Также важно помнить один юридический нюанс. Знак 308 ограничивает именно длительную стоянку, но при этом допускает кратковременную, друзья, остановку, вы должны об этом знать, для посадки и высадки пассажиров. При нарушении этих правил в отдельных регионах могут применяться, внимание, штрафные санкции в размере от 80 до 200 евро. Причем подобные системы временных интервалов сегодня встречаются не только, кстати, в Испании, как я сказал, но и в ряде других стран с туристической нагрузкой, например, включая тоже Францию, или вообще Италию. Аналогичные механизмы регулирования парковочного пространства используются также и в Скандинавии и некоторых штатах, даже Соединенных Штатов Америки, а в социальных сетях вроде TikTok водители часто делятся примерами таких дорожных знаков с привязкой к определенным датам или периодам месяца. На этой важной ноте наш подробный с вами аналитический выпуск полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах и ваших деньгах в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор банковской комиссии, особенностей оплаты картой в отпуске и испанских правил парковки, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Огромное спасибо за просмотр этого видео до самого конца.